Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Вы на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим, что произошло с позициями SOTES FTSE, с позициями Форекс ММВБ и какие движения на рынке предполагаются на следующей неделе и в понедельник. Так, по нефти количество активных буровых начало как-то мощно и подозрительно расти. А по алюминию продолжается боковик, потому что не дает алюминию расправить крылышки новый дельта-вид, дельта-штамм коронавируса под угрозой перевозки, под угрозой туристические различные дела. Ну и вот пока есть определенное сдерживание, исходя из того, что новая угроза со стороны коронавируса, она материализуется. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время она свернется, но тем не менее давление на алюминий это оказывает. Алюминий это самолетостроение. Так, по меди произошло снижение, но это снижение пока не очень большое. Дело в том, что медь, она является, в общем-то, прокси на восстановление мировой экономики. Сейчас еще добавилось новое событие, которое связано с определенными нюансами в Чили. Чили ключевая страна по добыче нефти, там идут забастовки, противоборства, и поэтому здесь дополнительный фактор влияния на цены на медь. А если переходить к графику, здесь сейчас происходит снижение позиций спекулянтов, но должен обратить ваше внимание, пока это снижение не носит критичный характер. Так, друзья, далее идет нефть. Вот по нефти пошло снижение, на 10% почти упали лонги у американских спекулянтов. И если мы посмотрим график, здесь действительно идет полномерное снижение. Уже этот процесс запустился с начала июля. Несмотря на то, что спрос на нефть пока остается достаточно высокий, ковидный отскок еще не закончился в полном объеме. Немножко его заглушил новый штамм коронавируса, который оказал определенное давление. Но здесь дальше даже больше вопрос блокировок в Китае. А вот в Соединенных Штатах там действительно ситуация очень острая. Там идет рост нового количества заболеваний, но опять же из-за высокого процента привитых, там последствия этих заболеваний, они не столь страшные. Так, друзья, смотрите, здесь то, что касается нефти, у нас получается ситуация следующая. Где-то с конца ноября 2020 года по начало июля позиции спекулянтов были приблизительно однородны. Они находились в районе 500 тысяч лонговых контрактов. Соответственно, если мы это проецируем на график недельный таймфрейм, нефть Brent, то, соответственно, что мы получаем? Вот он был конец ноября, здесь, соответственно, цена была в районе полтинника, закрыли гэп, и сейчас на текущий момент, когда начинается небольшое сползание цен на нефть, мы видим здесь попытку, во-первых, сломали растущий тренд, который вообще вел отсюда на 94, и сейчас была попытка все это дело провалить. Но эту попытку на текущий момент успешно откупили. И нефть даже не потестила ключевой и важный здесь уровень, это 66,25. Но смотрите, здесь если рассматривать на предстоящую неделю, какое предполагается движение, стоит иметь в виду, что с одной стороны действительно как бы нефть, она несколько устойчивость потеряла. Но пока еще на текущий момент спрос на нефть превышает предложение. Поэтому ценам на нефть существенно скорректироваться сейчас вот прямо в августе скорее всего не дадут. Но тренд налицо, что постепенно как бы если спекулянты по нефти режут лонги, то вот здесь достаточно высокая вероятность, высокая корреляция, что давление на нефть будет немножко увеличиваться в ближайшее время, и расти ей точно никто сейчас не даст. Здесь просто надо иметь в виду еще такой момент. Данные выходят в пятницу 22:30, но при этом они фиксируют ситуацию во вторник вечером. Во вторник там небольшой был раздрай после движения в понедельник, когда все просело и немножко недопереписали локальные лои, которые были ранее. И здесь надо четко понимать, что вот это движение, которое происходило, оно не способствовало тому, чтобы кто-то донабирал лонгов. И смотрите, если мы возвращаемся к данным SOTES FTSE, позиции американских нонкоммерсов, спекулянтов, то даже когда были суровые времена, здесь особого существенного провала по лонгам в нефти не было. Что здесь
на что здесь хотел обратить внимание. Значение 350 тысяч. Если вот эта просадка придет к тому, что будет выход за 350 тысяч, то скорее всего здесь действительно уже будет означать, что цены на нефть могут на текущий момент начать серьезно корректироваться и пробить 66.25. На текущий момент пока что здесь, исходя из движений SOT SFTC, по позициям спекулянтов предполагается консолидация в районе достигнутых значений. Ну вот, если дневочки берем, пятницу так вот размашисто торговались, отскока здесь не произошло. И поэтому весьма вероятно следующая неделя, предстоящая, она пройдет в попытке удержать уровень 69.70. Ну и немножко отсюда отскочить, цель движения 72,5. На текущий момент ключевой уровень по нефти это 68,8, 68,7. Если этот уровень на предстоящей неделе не пробьется, это было бы очень хорошо, потому что она здесь консолидируется и отскочит. Так, друзья, далее золото. Золото. Идет снижение лонгов, причем достаточно ощутимое снижение. Но по золоту, если рассматривать движение SOT SFTC, глобально рассматривать вот это движение, которое происходит по позициям спекулянтов американских, здесь пока ничего страшного не происходит. Да, вот эту недельку просело, но надо точно держать в голове, что позиция эта фиксируется во вторник вечером, а в понедельник был трешак. И здесь вполне естественно, что показало снижение, его просто распродали. Да, сейчас произошло снижение, но по золоту, я думаю, сейчас пока и игра вверх, она только развивается. Отскок по золоту весьма вероятно произойдет. Но мне на ум приходит цифра хотя бы 1900, может быть и повыше. Опять же, есть определенная зависимость, если ФРС начнет поднимать ставку, или про это будут муссироваться слухи, разговоры проводиться, то вполне вероятно, что золото будут приспускать. Тем не менее, исходя из движения цены и позиции SOT SFTC, здесь больше факторов указывает на то, что по золоту на предстоящей неделе рост продолжится. Так, друзья, ну вот недельный график по золоту возьмем. Давайте фьючерс рассмотрим. Но это опять же это не существенно, потому что там отличие на несколько долларов идет. У нас здесь все условия для того, чтобы на предстоящей неделе, несмотря на просадку позиций SOT SFTC, по золоту было движение в район 1821-1824. Критерий того, что это движение не произойдет на новой неделе, это коррекционный откат с пробитием 1764. Вот это значение, если мы пробиваем, то игра сменяется либо на консолидацию в районе значения 1757, либо оно идет дальше, и здесь уже должно быть в этой ситуации тестирование 1681, а может быть даже 1650. Но обращаю ваше внимание, вот это движение, которое было ранее и которое было в том числе начато вот здесь, это больше, по крайней мере на текущий момент, похоже на высадку пассажиров. Так, друзья, далее NASDAQ. По NASDAQ спекулянты делают ставку на то, что NASDAQ будет проседать на предстоящей неделе. Но здесь опять же, вот эта ставка, она была сделана во вторник вечером. Здесь есть определенный нюанс на прошедшей неделе. Вот, и поэтому я думаю, все-таки по хай-теку американскому на предстоящей неделе нас ждет боковичок. Так, природный газ, здесь идет наращивание шортов. Но у меня что-то такое ощущение, что просто кто-то крупно попал. И продолжает делать ставку на то, что природный газ будет проседать. Так, друзья, по природному газу, если переходить на недельный график, действительно неделя закрылась немножко страшно. Но я бы хотел обратить ваше внимание на тот фактор, что у природного газа есть очень важный уровень, это 3,5. Вот пока этот уровень не пробьют, уверенно, вот эти все откаты, их скорее всего будут выкупать и пытаться толкать его наверх. Да, здесь вот есть определенный сигнал на то, что возможно на текущий момент достигнут потолок по росту стоимости природного газа. И в частности ситуация с Газпромом на предстоящей неделе, она может определенным образом способствовать тому, что уменьшится, по крайней мере, ожидаемый дефицит газа.
Но в средний срок переход на зеленые технологии создает все условия для того, чтобы очень сильно пропампили природный газ. Потому что тренд отказ от угля, от нефти, как промежуточный ресурс природный газ, он придет к тому, что цены на газ могут просто улететь в космос. Но здесь опять же надо четко понимать, что в процессе перехода будет определенный баланс. Дело в том, что предполагается же так называемый карбоновый налог, то есть сколько топлива дает СО2, в зависимости от этого, от его нечистоты, его будут облагать налогом. Соответственно, на газ этот налог меньше, чем на нефть и на уголь, на сжигание топлива. Но здесь надо понимать, что, в общем-то, все определяется пересечением спроса и предложения. И цены, соответственно, спроса и предложения. Если цены на газ взвинтят, то, соответственно, тот выигрыш от налога на оксид углерода, который платится за газ, он не будет компенсировать все разницы. Будет выгодно сжигать нефть и, соответственно, платить там повышенный налог на СО2. Но это перспектива среднесрочная. На текущий момент, судя по недельному графику, возможно, на предстоящей неделе будет попытка тестировать 3,5. А если переходить на дневку, то здесь ситуация по природному газу следующая. Уровень 3,8, если он пробивается, следующий этап движения – это тестирование 3,5. Если он не пробивается, здесь все отлично. Будет донабор позиций и уход наверх, тестирование и пробой 4,2. Поэтому в понедельник, вторник смотрим, как здесь развиваются события. Если пробой 3,8 происходит, то тогда, наверное, эта неделя она не очень будет благоприятной для Газпрома. Для Новатэка там есть определенный нюанс, связанный с ребалансировкой MSCI Россия 19 августа. Но там, по-моему, 19 августа будет, по результатам торгов 19 августа будет решение приниматься. Но, тем не менее, текущая ситуация по газу, она не дает оснований для роста Газпрому. По крайней мере, пока здесь не произошел отбой, скорее всего, Газпрому крылышки расправить на предстоящей неделе не дадут. Так, друзья, далее S&P, здесь немножко подрезали лонги, но опять же надо понимать, когда это было, в какой день. Я думаю, что на текущий момент ничего страшного, но мы с вами видим, что в целом идет консолидация на хаях, а обычно консолидация на хаях, она предшествует значительному выходу вниз. Так, друзья, далее серебро, здесь его значительно отлили, лонги по серебру. И, соответственно, здесь по серебру, если рассматривать движение глобально, пока ничего страшного, оно может уже на текущий момент хорошо отскочить, хотя здесь изменение лонгов, оно указывает на то, что должна продолжаться просадка. Я думаю, такого на предстоящей неделе не будет. Так, друзья, но если рассматривать недельный график фьючерса на серебро, то здесь, конечно, вырисовывается такая вот картинка, не очень приятная, голова и плечи. Но тем не менее, переходя на дневной таймфрейм, по серебру достаточно благоприятная картина, она указывает на то, что здесь весьма вероятно на новой неделе мы получим отскок. Цель этого отскока будет движение вот сюда, вот в район 25.74. Ну и, соответственно, это движение не разовьется, если будет в понедельник, во вторник откат и пробитие 22.2, 22.1. Но на текущий момент больше факторов указывает на то, что должен развиться отскок и движение вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее, что касается иных позиций, по иене нарастили шарты и спекулянты. По рублю ситуация достаточно благоприятная. Пока что, судя по всему, рассматривают покупку российских активов. Даже здесь произошел пробой, можно сказать, уровня. Вышли за 10 тысяч лонгов. Это говорит о том, что к России пока что интерес есть у западных институтов спекулянтов. Ну, появляются, правда, новости о том, что значительное количество американских и инвесторов, и фондов, оно выходит каждую неделю из России, но тем не менее по динамике, по позициям SOT SFTC в рубль-доллар я такой тенденции не наблюдаю. Так, друзья, ну и далее евро-доллар, давайте посмотрим. Вот здесь сейчас мы подошли к существенным значениям, то есть лонги сократились до такого уровня, когда в ближайшее время здесь будет либо разворот и отскок, либо мы, соответственно, увидим движение к нулю, и это придет к тому, что пара евро-доллар, она в среднесрочной перспективе будет двигаться к 1,12.
Так, друзья, ну и давайте посмотрим позиции на форсе ММВБ. По фьючерсу на РТС ставка на коррекционный откат у юридических лиц. По ВТБ то же самое, причем здесь достаточно сильно это выражено. По Сберу тоже не ждут продолжения роста, по крайней мере на первую половину понедельника. По Газпрому ожидают боковик. Да, здесь количество шортов, оно побольше, чем лонгов открыто, изменения. Но я думаю, что в целом ситуация по Газпрому в понедельник будет боковик. Рубль-доллар, здесь предполагается боковик, судя по изменению позиций. Евро-доллар, здесь ставка на рост в понедельник. Евро-рубль, ставка на коррекционный откат, на ослабление евро против рубля. Ну и нефть, здесь аналогично, ставка на то, что нефть будет проседать. Так, а вот по серебру, судя по всему, ждут, что серебро в понедельник отскочит и будет расти. Ну, кстати, если на дневку ориентироваться, как закрылось серебро в пятницу, это вполне естественное движение. Так, и по золоту здесь ставка на уверенный рост, и с учетом вот этой всей динамики изменений, как бы не было задергано на 1792-1794. Опять же, обращаю внимание, это динамика, которая, скорее всего, будет верховодить с утра либо в первой половине дня. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные моменты. Спасибо за внимание. Хороших выходных. Счастливо.